Какое действие оказывают финики при употреблении натощак? Кому категорически запрещено употреблять с виду полезные финики? Какие есть методы применения фиников для выздоровления? На все эти вопросы мы ответим в сегодняшнем выпуске. Поэтому прошу досмотреть этот полезный ролик до конца. Финики – это плоды финиковой пальмы, которые произрастают в тропиках. Они имеют косточку внутри. Родиной этого растения считается Средний Восток. Финиковые пальмы достигают 30 метров в высоту, растут поодиночке или из одной корневой системы сразу несколько деревьев. Медленно растущие, при правильном уходе такие растения могут расти более 100 лет. Взрослая финиковая пальма может приносить в сезон до 120 кг плодов. Большинство фиников оставляют на деревьях, чтобы они немного подсохли перед сбором урожая, и их можно было хранить дольше. Даже после такого созревания они по-прежнему будут довольно мягкими, но станут более вкусными. В рационе арабов финики были одними из основных продуктов. Считалось, что они содержат все необходимые для человека вещества, и, питаясь только ими и водой, можно прожить несколько лет. Финики полезно употреблять натощак. В них содержится порядка 281 килокалорий на 100 грамм продукта и много сахара, который нужен организму с утра для пробуждения головного мозга. Причем не только в плане интеллектуальной деятельности, но и для координации движений, подачи телу команд. Финики, как и кисломолочные продукты, содержат в своем составе вещества, нормализующие микрофлору кишечника. В них есть перевариваемая и нерастворимая клетчатка. Они деликатно действуют как слабительное, быстро и эффективно выводят из организма токсины и шлаки. Финики очень питательные и быстро утоляют голод, насыщая организм полезными соединениями. Ими рекомендуется перекусывать в дороге или в течение тяжелого дня для восполнения сил и улучшения мозговой активности. Чем обусловлено богатство состава фиников? Ознакомимся более подробно с составом сушеного фрукта. Польза и вред фиников далеко не равнозначны. Их уникальный витаминно-минеральный комплекс делает плоды особенно полезными для ослабленных людей, перенесших тяжелую болезнь или операцию, а также занимающихся умственным и тяжелым физическим трудом. В химический состав сухофруктов входит триптофан, необходимый для нормальной мозговой деятельности и психоэмоционального состояния. Поступление нутриента тормозит процесс старения, обеспечивает хорошее настроение и спокойный сон. В плодах содержится огромное количество магния и калия, что благотворно влияет на людей, страдающих болезнями сердца и сосудов. Сухофрукт благоприятно действует на нервную систему и мозг. Как считают ученые, всего лишь 10 крупных плодов в день способны восполнить суточную потребность в магнии наполовину, в железе на четверть, в кальции. В продукте отмечается высокое содержание клетчатки, усиливающей перистальтику кишечника и предупреждающей тем самым онкологию. В нем не содержится холестерин, но много селена и фтора, предупреждающих развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы и укрепляющих зубную эмаль. Чем полезны финики? Сладкие плоды финиковой пальмы издавна употребляются в пищу, поэтому польза фиников для организма известна уже давно. За многие века они заняли почетное место на столах мусульман, как дар, ниспосланный свыше. Вяленый фрукт способствует очищению кишечника и снижению артериального давления, нормализует деятельность нервной системы, снимая напряжение, улучшает умственные способности. Благодаря содержанию фруктозы сахар легко расщепляется и улучшает зрение. Финики во время беременности. Женщины очень разборчивы в выборе продуктов при вынашивании плода, ведь крайне важно внимательно подходить к созданию нового рациона, полезного для малыша. И тут возникает вопрос: можно ли финики при беременности? Эти сладкие сухофрукты рекомендованы врачами даже перед самими родами. В их состав входят кальций и фосфор, помогающие в формировании костей будущего ребенка. Также за счет содержания калия врачи рекомендуют беременным употреблять финики для восполнения дефицита этого химического элемента. Принимая в пищу всего несколько сухофруктов в день, финики помогают беременной сохранить водный баланс, выводя ненужные излишки воды из организма матери. Благодаря высокому проценту содержания фруктозы они могут придать силы, которые так необходимы во время родов. К тому же ускоряется выработка молока в организме.
Также отмечается, что финики, съеденные накануне родов, значительно снижают их длительность, так как улучшают родовую активность. Сухофрукт может быть использован в качестве глистогонного средства при условии употребления натощак, а также в качестве дополнения при лечении гепатита как желчегонное средство. Финики, польза которых уже давно ни у кого не вызывает сомнения, благотворно влияют на деятельность практически всех систем организма. Их употребление помогает бороться с ломкостью ногтей, выпадением волос и сухостью кожных покровов. Высокая концентрация такого важного элемента, как фосфор, делает плоды продуктом, питающим нервные клетки и повышающим их тонус, что благоприятно отражается на мыслительной деятельности. Сладость фиников относится к наиболее легко усвояемым, а все ценные вещества усваиваются в полном объеме, максимально быстро поступая в кровоток и питая клетки организма. Это способствует быстрому снятию усталости и заряду энергии. Говоря о пользе и вреде фиников, нельзя не отметить их участие в кроветворении за счет высокого содержания железа. Это делает их продуктом, активно включаемым в меню людей, имеющих железодефицитную анемию. К тому же они хорошо повышают аппетит. Сладкие плоды полезны для нормальной деятельности печени, способствуют усилению полового влечения. Это прекрасное средство от мигрени, снимающее головную боль. Чем вредны финики? Говоря о вреде фиников, следует заметить, что он практически отсутствует при условии умеренного употребления. Сухофрукт противопоказан лишь при наличии некоторых проблем со здоровьем. К ним относятся сахарный диабет, избыточная масса тела, склонность к развитию кариеса, ТАСЛа, острые заболевания желудочно-кишечного тракта. Чрезмерное потребление финиковых плодов способно спровоцировать нарушение работы селезенки и печени, вызвать головную боль, тошноту и повышение давления. Умеренное же употребление в пищу способно принести только пользу, причем немалую. Итог. Это не только вкусное лакомство, но и лекарство, чрезвычайно полезное высоким содержанием витаминов, минералов, моносахаридов и клетчатки, так необходимых для нашего здоровья. На этом мы закончим этот ролик. На нашем канале вы можете найти много интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и способах их лечения. Поэтому прошу вас не забыть подписаться на канал и нажать на колокольчик. Еще буду благодарен, если поставите лайк и поделитесь роликом с родными и близкими. С вами был канал «Жить здорово».